А помните литературный клуб Доки Доки или One Shot? Все эти игры объединяют один жанр, который мне очень сильно понравился. Ломание четвертой стены. Ломание четвертой стены в простонародье называют задумку в сюжете, в которой игра или же какое-то другое произведение намеренно разрывает все рамки дозволенного и обращается прямо к пользователю. К примеру, в Доки Доки Literature Club один из персонажей, а именно Моника, обращалась напрямую к игроку. Она отлично понимала, что сейчас человек сидит за компьютером в своем доме, отчего в твоем теле начинают бегать дикие мурашки. В этом и есть главная задумка игры. Таких игр достаточно мало, при этом большинство из них это визуальные новеллы. Но в 2023 году вышла демка игры Misside, что в дословном переводе означает ошибиться. И вот наконец-то, в 2024 году игра вышла в релиз и тут же нахватала кучу хвалебных отзывов, отчего мне и захотелось поведать об этой игре вам. Очень удивительно, что игра имеет русскую озвучку, она переведена на разные языки, а озвучка есть только японская и русская. Если вы задаетесь вопросом, а стоит ли игра Switch, я отвечу сразу да, однозначно да. Если вы не боитесь страшилок и скримеров, от игры вы будете получать только лишь удовольствие. Поэтому пройдите сначала игру, да и стоит она, ну так прилично, около 500 рублей, а потом уже можете посмотреть мое видео. Ну что ж, не буду задерживаться, давайте приступим к сюжету. Начинается игра с комнаты главного героя. Друг в сообщении прислал версию какой-то игры, и мы, конечно же, ее устанавливаем. Привет, я Мита. Как тебя зовут? Нас приветствует 3D Тиан Мита, и она сходу просит нас назвать свое имя. Я, конечно же, как самый неповторимый, решил взять самое неповторимое имя. Игра же из себя представляет тамагочи с видом сверху, где мы будем выполнять все капризы Миты. Убираемся в комнатах, закупаемся продуктами, режем овощи и зарабатываем деньги на дальнейшие покупки. В одном из ее запросов на покупку был старый телевизор, который я успешно ей покупаю. В следующий раз она просит найти расческу и не заглядывать в духовку, но мы ее не слушаемся. Ой, я же говорила не заглядывать туда. Отвернись. Сейчас я уберу все. Ладно, без комментариев. После всего этого Мита объявляет нам, что смогла переместить нас в ее реальность, чтобы пройти дальше и попасть конкретно в ее версию игры. Нахожу для этой машины все необходимые предметы. Машина заработала, и теперь можно отправляться в путь. Каким-то чудесным образом машина засбоила, и теперь нужно от нее найти работающие батарейки, с чем я успешно справляюсь. В конечном итоге у нас все же получается попасть в мир Миты и встречаем ее саму. Она рассказывает, что сама собрала это устройство для того, чтобы мы смогли попасть в ее мир. Ух ты ж, ничего себе, сколько у тебя в этой комнате метров в квадрате. Мита нам услужливо рассказывает про правила этого мира. Не стоит забывать, что это игра, поэтому многие вещи здесь работают совсем по-другому. Чтобы не быть многословными, чтобы вам было все предельно понятно, Мита за меня объяснит, как мы попали в игру. Сейчас я тебе расскажу. И вот ты тут. Понял? Я не понял. Ну, ничего страшного. Главное, мы теперь вместе. Думаю, у вас вопросов не возникло. Готовка. В один момент Мита просит меня найти ей ножницы. Нахожу их и нахожу также какие-то картриджи с именами вентиляции. Сразу же сходу спрашиваю про эти картриджи, о чем она, что неудивительно, не в курсе и вообще без понятия. Пообедали. И тут нам резко становится плохо. Мита дает таблетки от этого недуга. Встречаем ее снова, и она говорит, что за все это время, пока нам было плохо, она сделала перестановку в доме. Что за... Бывает и такое. Комната не успела загрузиться. Подожди немного. Она также упоминает, что ее мир и в целом игра работает от какого-то ядра. Мита предлагает поиграть нам в игрушки, от чего мы, конечно же, отказаться не можем. Мы с ней играем в консоль во всякие мини-игры. Конкретно я выбрал мини-игру «Молочный скандал», где, победив Миту без поражений, я зарабатываю достижение «Кислое молоко». Заканчивая игрой в карты... Теперь ты. Что за звук там? Он из шкафа исходит. Из шкафа доносится шум. Как самый любопытный главный герой, мы проверим, что в нем, и Мета будет всячески нам этому препятствовать. В конечном итоге нас приветствует выбор вернуться обратно в свой мир или остаться, для чего есть ряд условий, но это потом. Я поняла. Снова. Если хочешь узнать, что там, тогда сейчас узнаешь.
Получаем достижение щелчок тьмы, снова появляемся в темном мире, где начинается хоррор. Мита всячески пытается нас напугать, но я же не пальцем деланный. Между прочим, я прошел край эфир в полной темноте. Я нашел тебя, что дальше-то? Ух ты. Встречаю ее одинокие ляжки, которые ведут к ключу от подвала, а в подвале встречаем новую Миту, которая говорит, что мы в опасности. Также натыкаюсь на сейф, к которому мы вернемся ближе к концу игры. Отдаем ей ключ, а в обмен она отдает нам волшебное кольцо, а также она рассказывает, что та Мита обезумела, ворвалась в мир этой Миты и заточила ее в клетку, а игрока, который был до нас, она превратила в тот самый картридж. Натыкаясь еще на консоль, где от лица нового игрока мы видим происходящее в мире безумной Миты и нажимаем на красную кнопку. В подвал пришла безумная Мита, и что же будет, если я намеренно к ней подойду? Они же не игрушки. На что ты так обижена? Ага. Что ей требовалось ожидать. Выберется она из клетки потом, а наша задача пока продвигаться по сюжету дальше. Прохожу по комнатам и встречаю другого израненного игрока, который одержим Митой и не хочет возвращаться в свой реальный мир. Ты не знаешь, как отсюда выбраться? Не знаю. Я никогда не хотел выбираться. Мне это не нужно. Но почему? Неважно. Я тороплюсь. Меня ждет моя любимая Мита. Мне нужно идти к ней. Прощай. Постой! Отвали! С катертью дорога, идиот. Прохожу небольшую задачку, загоняя маленьких чиби к выходу. И прохожу мини-игру с гонками, получая достижение «Разгоняйся». Нормальная Мита выбралась из клетки, и из ее слов можно понять, что благодаря кольцу мы можем путешествовать по разным мирам, и что она может перенастраивать маршрут кольца. Помимо нее есть еще и другие Миты, которых мы встретим на своем пути. Пора отправляться и встречаем новую отвязную Миту. Салют, ты мой новый игрок? Как тебя зовут? Меня? Погоди-ка. Ты не помнишь меня? Она, к большому сожалению, ничего не помнит из-за того, что ее убила безумная Мита, и из-за этого ей пришлось перезагрузиться. Заодно узнаем, что мы с вами, то есть главный герой, на данный момент картриджем не являемся. Так как отвязная Мита потеряла память, нам она ничем помочь не сможет. Поэтому нормальная Мита придумала другой план, а пока она настраивает новый маршрут, мы должны развлечь отвязную Миту, играя с ней в различные игры. Выше прыгай. Ой, ну, ты же знал, что игра 18+. Блять, я даун. Блять. Я первый. Дарит сильно. Ты! Забираем кольцо у нормальной Миты и попадаем, что ни на есть, 5. Надо. Блять. Надо. Блять. Нахожу биту и разбираюсь с местными чертиками. Решаю простую головоломку с часами. Встречаю я новую Миту, но только уже ребенка. Она очень сильно хочет с нами поиграть. Быть нашим другом, как это не было бы трогательно, извини, но мне нужно идти дальше. Она же, конечно, этого не захочет и постоянно нам мешает. Небольшое пояснение. Все эти глюки и чудовища она создает сама. В этом и весь прикол этой Миты. С горя пополам догадываюсь выбраться через окно, где попадаю в новую локацию, где Чиби Мита, благодаря нашей помощи, делает большой ключ от двери. Она также подмечает, что ее задача помогать таким, как мы, то бишь потеряшкам. Как же это неприятно местами видеть яркую картинку, а потом резко опять темнота. Попадая в новую темную локацию, я встречаю несколько Мит, которые никак не реагируют, кроме одной, которая указывает нам путь. Прохожу мини-игру, где отсеиваю правильные и неправильные манекены, а манекены, в свою очередь, потом превращаются в разные версии Миты. Вот так вот. Из ее слов можно узнать, что Миты, которые находились в темноте, просто настаиваются, прежде чем они запустятся, а в темноте они стоят для привыкания. Как я и говорил, в той машине мы отсеивали правильные и неправильные Миты. Если с правильными все понятно, то неправильные, в свою очередь, будут на нас нападать и мешать в прохождении игры. Эта Мита работает за этим, так скажем, станком и следит, чтобы неправильные Миты не вырвались наружу. Ну что ж, пора выбираться отсюда. Пробегая сквозь злостных манекенов, попадая на новую и очень красивую локацию, где решаю пару простых задачек и снова встречаю безумную Миту. Привет. Ой, прости, чуть не убила тебя.
заодно натыкаясь на пасхалку с дискорд-сервером игры и получая новые достижения о Великая Мита. Продвигаясь дальше на фуникулере, отстреливая воздушных тварей, и оба-на, новая мини-игра по типу игры Ультра Килл, где выбиваю достижение Адская Победа. Встречаю новую Миту, и она рассказывает, что раньше она называла себя эмоциональной Митой. Чтобы ей как-то восстановить память, нужно найти клочки бумаги ее старой фотографии. При этом она еще говорит, что ее лицо забрала безумная Мита, что еще раз доказывает нам, что безумная Мита умна и очень опасна. Продвигаемся дальше, встречаем еще одну Миту, на этот раз сонная, разогреваем ей кружку кофе. Че там долго на... Ты че? Вставай. Тебе так сильно спать хочется? И вместе с ней дергаем рычаги, что дает пропуск к дальнейшему прохождению игры. Мы попадаем в мир, где все является визуальной новеллой. И еще одна Мита, да сколько же этих Мит. Она забрала у нас кольцо, и если мы победим ее в крестике-нолике, то она отдаст его обратно. И это что еще такое? Как я ненавижу этот плоский мир. Скучная параша. Куда? Стой! Однако безумная Мита возвращается, а мы в свое время возвращаем кольцо обратно и попадаем в еще один мир, где есть еще одна Мита. Я Мила. То есть Мила. Я знаю, что своим голосом она вам кого-то напоминает, но это мы обсудим ближе к концу. Короче, она вообще не в курсе, что происходит, и жила все это время в мире и покое. Через обычный выход выбраться не получится, однако у Милы в доме появляются баги, которые в скорейшем итоге с помощью решения загадок мы удаляем. Эй, оно вышел! Разве ты не видишь, что ванная занята? Нет, не вижу. Можно? И чего ты тут до сих пор стоишь? Выйди уже! Нет, не выйду. Нет. Давай. Не зли меня! Уходи отсюда! Нет, не выйду. Ты не иначе как оглух. Девушке нужно помыться. С ней я расставаться больше всего не хотел. Мне она понравилась больше всех Мит, однако нужно идти дальше. Она все же знает о существовании безумной Миты, которая каким-то образом испортила ей жизнь. Мила! Нет! Ты больная! Ну и фатикала, брат, как же я ее ненавижу. Добираясь до новой локации, где безумная Мита попытается меня убить, и, конечно же, безуспешно. Попадаю в еще одну новую локацию, где встречаю еще одну Миту вместе с безумной. Она уходит и остается мелкая. Пока она нас не трогает, но путь немного прегражден паучьими тварями. Ты конченая. Ай, что это делать? Заодно получает достижение за попытку открыть двери выхода. Она просит меня найти медвежонка, с чем я и справляюсь. Она рассказывает, что ее лучший друг это безумная Мита. Я хотел бы узнать об этой забагованной Мите побольше, однако вопрос про медведя оказался полным подвохом. Выбираемся нахер отсюда, и, о чудо, мы снова встречаем нормальную Миту. Все это время она координировала нас в правильном направлении. Она еще поясняет, что у безумной Миты куча игроков в заложниках для того, чтобы она нашла подходящего для нее. Поэтому мы до сих пор живы, потому что мы ей интересны. До этого мы встречали уродливую Миту, которая тоже, как и безумная Мита, сошла с ума. Чтобы все стало на круги своя и вернуться в наш мир, нужно сначала перезагрузить безумную Миту, а потом уже и видно будет, что делать дальше. Прохожу к пульту управления ядром, указываю версию персонажа, то бишь безумной Миты, а вот ее индекс никто не знает, но нормальная Мита попытается это узнать. А пока давайте как следует отдохнем от всех этих похождений. Мой телеграм-канал, если что, в описании. Прошло уже куча времени, а Миты все еще нет. Пошлите ее искать. Снова попадаем в ту самую версию игры, с которой мы и начинали. Безумная Мита нас схватила, и мы в отключке. В надежде нас переубедить, показывает бесконечный цикл нашей жизни, где главный герой, как типичный Хика, работает за компьютером, ест, играет, умывается и спит. Что как бы показывает, что наша жизнь скучна и смысла в ней мало. С ней, конечно же, можно и побазарить, но с ней диалоги, какие бы я варианты не выбирал, как об стенку горох. Мы оказываемся в заточении, в подвале, и нормальная Мита нас выпускает. Что-то потерял? Познакомься с ней еще разочек. Лови. Нормальная Мита
мертва. Но мы с вами помним, что если убить Миту, то она просто перезагрузится и забудет все напрочь. У нормальной Миты, благо, осталось для нас кольцо и клочок бумаги, на котором записан индекс безумной Миты для ее перезагрузки. Успешно, без всяких препятствий, перезагружаем безумную Миту, встречаем ее и вроде как у нас получилось. Сразу же говорим ей о том, что мы хотим обратно в свой мир. Однако... Остаться со мной. Это я виновата. Этот шкаф и звуки. Нужно было раньше убить ее. Погоди, ты что, откуда ты помнишь это? Неужели ты думал, что все будет так просто? Ну ты дурачок. Впрочем, как и все. А уложились-то в самый раз. Гляди, больше ты живой не нужен. Прости. Неужели не получилось? Нет, я точно смог перезагрузить тебя. Ты так ничего и не понял. Какая же я хорошая актриса. Видел бы ты свое лицо, дорогуша. Как же это весело. Почему ты такая? Что с тобой не так? Что же со мной не так? Даже не знаю. Может, сам не скажешь, почему я такая? Почему никогда не стану Митой? Ведь моей версии никогда и не существовало. Я просто срываю кожу с этих наивных дур, прячусь за их шкурками. Меня просто невозможно перезагрузить. Не могу поверить. Ты не в них проблема. Это тебя не должно было существовать. И ты туда же. Больно слышать такое от тебя. И тем не менее, тебе пора. Скоро снова увидимся. Уже готова, думаю. Время извлечь тебя из танцуя. До встречи. Ты будешь моим любимым картриджем. Игрок с интересным именем. Получаем достижение. Это конец. Игра залагивает и нам показывает сцену, где Мита овладела нами под видом картриджа. Вот такой вот конец. А если в этой главе еще и ввести тот код от сейфа, то главного героя можно убить. Что как бы намекает, что мы можем избежать бесконечных мук от безумной Миты и просто умереть. Открывая достижение сейф жизни. Игра однозначно годная и не зря залутала столько хороших отзывов. Это реальная годнота, и я прошел ее всего за 3 часа взахлеб. Это было безумно интересное приключение, но помимо этого я решил изучить в этой игре прям все. Поэтому давайте по порядку. У игры есть еще одна, и причем даже хорошая концовка. Наверное, вы помните тот самый выбор возле шкафа в самом начале игры. Я выполнил все условия, и давайте же поглядим на эту концовку. Я поняла. Ой, что? Ты серьезно? Я думала, ты... Я так рада. Что-то я даже растерялась немного. Тогда прошу, будь со мной рядом всегда. Мы оказались в заточении у Миты, и, наверное, мы жили долго и счастливо. Я не только выбил достижения, все условия выполнены, но и открыл доступ к новому режиму игры, который, к сожалению, не дошел до релиза. Мирный режим представляет из себя обычную жизнь с Митой, где, по словам разработчиков, мы будем с ней играть, готовить и тому подобное. Разработчики обещают, что этот режим в скорейшем времени добавят. Заодно я выполню еще 2 достижения, пока выполнял условия концовки. Это Пингвина Победа, победить в сухую мини-игре пингвиновой кучи, и достижение Вкусная любовь, где нужно попробовать соус Миты. Заодно получу еще и костюм на Миту. Я бы мог бы разобрать досконально каждое достижение и то, как его выбить, но в этом нет ни малейшего смысла, поскольку за них я все равно ничего не получу. А уж тем более для некоторых достижений так и игру нужно перепроходить по несколько раз. Я на это время тратить, честно говоря, не хочу. Если хотите в игре выбить платину, то в Steam куча руководств, которые помогут вам в этом. Игра получилась любопытной, интересной, и благо у нее есть русская озвучка. Ставлю на то, что если бы не русская озвучка, то навряд ли бы она завлекла столько много людей. Кстати, об озвучке. Русскую озвучку пилила Dreamcast. Я думаю, многие люди знают, что это за команда. Из всей команды я хотел бы выделить только Ору. Миту, да пожалуйста, дела мне до нее нет.
Ни до первой, ни до сотой. Для тех, кто спойлерит в аду, есть отдельный котел. Честно, я давно так не пугался в страшилках, ведь в основном эта игра хоррор, что меня и завлекло в ней, поэтому как только она вышла в релиз, я не поленился и решил сделать видос о ней. Обязательно поделитесь своими впечатлениями в комментариях об этой игре, ну а мне пора пилить новый видос, который вы точно зацените. До скорых встреч! А ну, вставай, пошли веселиться. Завали ебать.